Всем привет, это Эффект Призм. И сегодня я вам хочу показать, как можно сделать вот такие вот титры. Возможно, с этим роликом я опоздал лет на 5-6, а может и больше, но лучше поздно, чем никогда, поэтому давайте начнем. Для начала давайте добавим выбранный клип на таймлайн. Я скачал вот такое видео. Здесь просто человек пинает ногой песок. Теперь нам нужно выбрать момент, который мы зафризим, так сказать, тот стоп-кадр, который мы обработаем для таких титров. Я думаю, что пусть это будет вот этот момент. Теперь давайте звуковую дорожку удалим сразу. В ней нету необходимости. Теперь нам необходимо продублировать этот клип просто для удобства. Сейчас вы поймете для чего. Сейчас нижний клип. Нажимаем правой кнопкой мышки и выбираем Change Clip Speed. Здесь ставим галочку Freeze Frame и нажимаем Change. Что у нас получается? Если выключить верхний клип, то смотрим нижний. У нас идет видео, а дальше разрез и здесь замороженный кадр. Дальше включим обратно верхний клип и теперь также его разрежем в этом же месте. Все, что слева, мы удаляем, а вот эту часть передвигаем сюда. И таким образом у нас получается, что здесь замороженный один кадр, а дальше видео продолжается. И сейчас нам нужно перейти во Fusion для того, чтобы обработать этот стоп-кадр. Поэтому ставим Playhead напротив него и переходим во Fusion. Либо же можете, если у вас разрешение видео будет отличаться от разрешения проекта, то можете выбрать New Fusion Clip. Здесь у меня Full HD проект и Full HD видео, поэтому можно просто переходить во Fusion. Итак, если у вас платная версия DaVinci, вы можете для отделения персонажа от фона воспользоваться инструментом Magic Mask. Но я думаю, что у большинства моих зрителей версия бесплатная, поэтому я буду использовать обычную полигональную маску. Итак, давайте для начала добавим ноду Made Control для того, чтобы не дублировать клип еще раз. И во вход ноды Made Control в желтый добавим, подключим наше исходное видео. Выведем Made Control в левый вьювер и здесь увидим то, что в ноде Made Control пока что отображается просто наш кадр. Теперь давайте добавим в рабочую область ноду Polygon и обведем персонажа. Так как у нас кадр статичный, то нам не придется ротоскопить. Вот, просто с Magic Mask было бы быстрее, но в принципе не так уж и долго и обвести просто полигоном. По поводу точности обводки, смотрите так, как вам нравится. В данном случае я обвел именно по контуру человека, но в некоторых случаях можно было бы еще и захватить часть фона. Все зависит от того, какой именно эффект вы хотите получить. Если захватить часть фона, то получится эффект, как будто персонаж был вырезан, например, там, с какой-то картинки, то есть получится эффект вырезанной там или рваной бумаги. То есть, например, вот что-то такое. Ну и немножко, если сместить, вот, как-то так. Но в моем случае я вводил ровно по контуру. Опять же, ориентируйтесь на то, что вы сами хотите получить от данного эффекта. Итак, мы обвели персонажа. Теперь нам нужно нашу ноду Polygon подключить к входу GarageMate в ноде Made Control. Для этого зажимаем Alt и тянем выход
ноды Polygon к ноде MateControl и выбираем GarbageMate. И так, как видите, у нас вырезался персонаж, но нам нужен обратный эффект. Нам нужно персонажа оставить, а фон убрать. Для этого в ноде Polygon просто ставим чекбокс Invert. И мы получаем отдельно нашего персонажа. Теперь давайте добавим в рабочую область фон, который у нас будет на время отображения этих титров. Итак, вот такой есть фон. Отлично, длина совпадает. Супер. Теперь фон в данном случае в разрешении 1280 на 720. Для того, чтобы это исправить, потому что разрешение проекта Full HD, после ноды Media-In 2 давайте добавим ноду Resize. Нода Resize автоматически сделает нам разрешение Full HD. И теперь нам нужно добавить вот это видео до того, как мы наложим сверху отдельно вырезанного персонажа, то есть вот этого. Так, для этого нам понадобится нода Merge. В ее желтый вход мы подключаем наш исходный кадр. Дальше в зеленый вход подключаем наш фон. Дальше берем выход ноды MateControl и тащим к выходу ноды Merge. Здесь от MediaOut можно сразу отключить, потому что в MediaOut пойдет совсем другой поток. Так, давайте для удобства зажмем Alt и нажмем на эту линию и добавим роутер. Просто для наглядности и удобства. Вот так. Теперь давайте отобразим в правом вьювере ноду Merge 2. И мы видим, что у нас наш персонаж находится на вот этом фоне. Теперь давайте сделаем небольшую анимацию появления фона. Я думаю, что фон просто приедет у нас справа налево. Для этого после ноды Resize давайте добавим ноду Transform. Вот так. И перейдем в нулевой кадр. И в ноде Transform просто отодвинем этот фон. Тут можно просто по X поставить значение 1,5. Вот так, и он ровненько уйдет за кадр. И где-то давайте в 15 кадре сделаем здесь значение 0,5, как и было по умолчанию. И для того, чтобы движение было более плавным, открываем панель Spline. Ага. Что мы забыли сделать? Поставить ключевые кадры, как обычно. Так, снова переходим в нулевой кадр. Здесь ставим значение 1,5 и ставим ключевой кадр. Теперь снова возвращаемся. Теперь переходим в 15 кадр и ставим значение 0,5. Готово. Теперь открываем Spline. Нажимаем вот эту кнопку для того, чтобы отобразить всю нашу кривую движения. Выделяем обе точки и нажимаем на клавиатуре кнопку S. И здесь вы можете подредактировать кривые. Например, сделаем так, чтобы фон выезжал быстро в начале, а потом плавненько замедлялся. Для этого потянем верхний отрезок для изменения кривой вот до такого вида приблизительно. Пока сплайн закроем, давайте посмотрим, что у нас получается. Можно даже еще плавнее сделать. И может даже небольшой отскок. Так, давайте посмотрим, что получается. Отлично. В принципе, очень даже неплохо. И теперь давайте еще дорисуем плашки с надписями. То есть, раз уж это титры, нам нужно представить нашего персонажа. Ну что ж, давайте придумаем имя нашему персонажу. Для начала добавим ноду
текст плюс. Пусть его будут звать Джон Смит. Так. Отобразим текст в левом вьювере. Давайте выберем какой-нибудь шрифт немного поинтереснее. Пусть будет такой. И текст у нас будет на фоне, поэтому добавим ноду background и к ней ноду polygon для того, чтобы сделать, ну, такую некоторую плашку. Так, давайте ноду polygon отобразим в левом вьювере, и пусть плашка будет, ну, вот, примерно такой формы. Такой неровный четырехугольник. И подключим ее ко входу маски ноды background. И вот такая плашка у нас получилась. Цвет настраивайте на свое усмотрение. Допустим, пусть пока будет вот такой темно-фиолетовый. И теперь выход ноды текст плюс тянем к выходу ноды background. И у нас появляется нода merge автоматически. Так, сейчас перед тем, как настраивать все размеры, давайте для начала выход ноды merge 3 перетянем к выходу ноды merge 2. И у нас опять же автоматически создается еще одна нода merge. Выводим ее в правый вьювер и посмотрим, как у нас располагается, как у нас выглядит плашка, текст и так далее. Давайте чуть-чуть подстроим масочку, чтобы все влазило. Вот, например, так. И теперь давайте после ноды merge 3 добавим ноду transform для того, чтобы правильно все спозиционировать. Так. И теперь можно ее поставить, ну, например, вот сюда. Таким образом, можно создать еще несколько разных плашек с разными надписями или даже картинками и расположить их в различных областях этого кадра. Я остановлюсь на одной, потому что нету смысла растягивать видео ради того, чтобы показывать какие-то однотипные действия. И теперь давайте оживим все это дело, добавим немножко анимаций. В первую очередь, давайте после 15 кадра сделаем так, что персонаж будет немного увеличиваться. Для этого после ноды madeControl давайте добавим ноду transform. Вот сюда. И теперь зажимаем Shift и тянем ноду transform до тех пор, пока линия не окрасится в зелено-синий цвет. Итак, теперь в 15 кадре находясь, ставим ключевой кадр напротив параметра size в ноде transform. И, допустим, до 115 кадра пусть у нас будет идти небольшое увеличение. Допустим, вот так. Давайте глянем, что получилось. Вот, как видите, персонаж у нас увеличивается. И теперь давайте также настроим появление надписи Джон Смит. Для этого в этой ноде Transform мы будем анимировать сразу все вместе, я думаю. Хотя можно и по отдельности, в принципе, давайте. А давайте сделаем по отдельности. Итак, давайте для начала проанимируем ноду Polygon. В 15 кадре, опять же, поставим ключевой кадр напротив параметра size, и параметр size уберем в 0. Таким образом, мы, в принципе, уберем фон. И где-то в 25 кадре давайте вернем ему значение 1. Таким образом, мы получим следующую анимацию. Вот так. И давайте сделаем эту анимацию чуть более плавной. Опять же, открываем панель Spline. У нас мы анимировали параметр size в ноде Polygon, поэтому для удобства остальные отключаем. Теперь выделяем обе точки этой ноды, нажимаем клавишу S. Давайте опять же сделаем анимацию так, чтобы она вначале увеличивалась быстро, а потом
плавно останавливалась. Так, давайте проиграем. Вот так. Уже гораздо интереснее смотрится. А текст при этом, после того, как у нас в 25-м кадре уже полностью появился фон, с текстом сделаем следующее. У нас есть такой параметр WriteOn. Он отвечает за последовательное появление надписи, то есть буква за буквой, скажем так. Поэтому в 25-м кадре ставим ключевой кадр и убираем вот так. Тянем правый край к левому, и таким образом у нас надпись полностью пропадает. И давайте, пусть в 35-м кадре у нас появится вся надпись. Давайте снова проиграем, что получилось. Вот так. И теперь давайте сделаем обратную анимацию для того, чтобы у нас все, что мы сделали, оно пропало перед тем, как видео обратно перешло в свое нормальное русло. То есть вот здесь, где у нас заканчивается наш анимированный стоп-кадр, и здесь продолжается видео. Так, что нам для этого нужно сделать? Вначале у нас выезжал фон. Вот здесь, в этой ноде Transform у нас происходит вся эта анимация. Давайте выведем ноду Merge 2 в правый вьювер и посмотрим. Вот так, у нас выехал фон. И давайте в 115 кадре он начнет уезжать обратно. Снова поставим ключевой кадр напротив параметра центр. Перейдем в самый последний кадр. И давайте пусть фон уедет в другую сторону. Вот так. Что у нас получается? Да, фон уехал. Отлично. Давайте сразу же сделаем ему плавность. Это как раз он и есть. Вот так. Отлично. Теперь спрячем фон, опять же. До того, как у нас начнет уезжать наш фон. То есть давайте в 105 кадре мы поставим ключевой кадр напротив параметра size, а в 115 size уберем в 0. И в 95 кадре у текста поставим ключевой кадр у параметра WriteOn, а в 105 давайте с другой стороны уберем. Вот так. Теперь давайте проиграем, что у нас получилось. Посмотрим, ничего ли мы не забыли. Ага, секунду, не ту ноду вывели. Давайте выведем все. Это нода пока что Merge 4. У нас здесь все, что мы сделали пока что. Так, да, кое-что мы все-таки забыли. У нас увеличивался персонаж в ноде Transform 3, и его нужно вернуть к первоначальному размеру, поэтому давайте в 115 кадре у нас уже стоит ключевой кадр, поэтому давайте перейдем в самый последний и вернем размер к первоначальному. Для этого достаточно просто здесь нажать вот на эту точку, и здесь установится параметр по умолчанию. Давайте еще раз проиграем. Ну вот, в принципе, как мне кажется, все готово. Сейчас давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, вот что у нас получается. Достаточно неплохо. Единственное, хочется добавить один небольшой штришок. Во всех нодах, где у нас присутствует какое-то движение, например, у нас нода полигон, она изменяет свой размер. Я бы включил Motion Blur. Давайте поставим его на 4. Дальше.
Здесь в ноде Transform у нас происходит движение, пусть и не быстрое, но тем не менее. Также включаем Motion Blur. Тоже пусть будет значение 4. Дальше. Персонаж у нас увеличивается. Также давайте включим Motion Blur. Так. А вот здесь у нас ничего не двигается. Вот, наверное, и все. Давайте еще раз просмотрим, что получается. Просто с параметром Motion Blur картинка получается чуть более живая, потому что, как и в реальности, в движении объекты, при нашем зрении, они размываются. Поэтому смотрится гораздо интереснее. Ну и, естественно, этот эффект можно использовать не только с людьми, это можно использовать и с животными, и с автомобилями, и в принципе с любыми движущимися объектами. Смотрится он всегда интересно. Я надеюсь, у вас все получилось и видео было вам полезным. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.